Наступают новогодние праздники, и многие из вас в приятной стадии поиска подарков. Возможно, некоторые из вас планируют порадовать не только семью и друзей, но и детей из детских домов. Думали ли вы, что подарок в первую очередь это знак внимания? Знак внимания от близкого человека, с которым ребенок хорошо знаком. Получая подарки, ребенок теряет ощущение свой-чужой, и он учится тому, что за подарки он может подпускать к себе чужих людей. В будущем ребенку будет очень сложно различать близких и чужих людей, и самое главное, ему будет очень трудно говорить «нет». Когда к ребенку раз в год приезжают незнакомые взрослые, одаривают сладостями и игрушками, ребенок начинает ценить вещи, а не отношения. Улыбка одинокого ребенка как будто покупается. Вы тешите свою самооценку, уезжаете, а ребенок остается один. В каких случаях стоит подарить подарок или выбрать иной способ помощи? Как поступить правильно, чтобы действительно помочь ребенку и изменить его жизнь? Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям» в рамках акции «Как Дед Мороз, только круче» точно знает, что нужно подарить детям вместо сладостей и игрушек. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к акции. Лично для меня и для команды «Чужих писем» это очень важно. Душевного тепла нам всем и с наступающим Новым годом! А вы знаете, чем вы круче самого Деда Мороза? У вас теплые руки, не спите 11 месяцев в году, но главное, вы можете подарить детям в детских домах такой подарок, который действительно изменит их жизнь. Сделайте его на кручемороза.ру. Так, в очередной раз отмечаем, что Ольга великолепно выглядит, да? Да. Благодарю. Сижу как будто с королевской особой. Ольга Кузнецова, потом идет Меган Маркл. Как твое новогоднее настроение в эпохальный 2020 год? Слушай, ну ты знаешь, как будто... Впервые в жизни со всех, во всех странах, везде вот эти обращения президентов будут звучать действительно правдиво. Я бы на месте Путина сказал прям, это был хуёвый год. Прям бы сказал, я думаю, никто не заметит, потому что все-таки, конечно, это слово в рамках этого года, это не мат. Вообще, это очень даже великосветское обращение. Отвратительный же год. Просто... Слушай, смотри, вообще, когда год более-менее, то все равно вот эта предновогодняя суета, да, она, в общем-то, и становится суетой, потому что нужно прощаться с прошедшим годом. И для того, чтобы не рефлексировать на эту тему, мы начинаем носиться по корпоративам, соответственно, заливать это, да, и, в общем-то, как безудержно веселиться, чтобы только не думать о том, что очередной год прошел, какой бы он ни был удачный или неудачный, второго такого не будет. Нет, я понимаю, что в этом году это все звучит таким образом, что и слава богу. Да? То есть второй раз не будет 2018-го, второй раз не будет 2019-го, и это все вот эти самые прощания. Поэтому, на самом деле, когда начинаешь, когда клиенты приходят к тебе перед Новым годом, обычно, в общем-то, новогоднее настроение только уже совсем-совсем накануне, если удалось вообще как-то обсудить, с чем попрощались, потому что, в общем, всегда есть чем попрощаться, да, каждый год. То есть к вам накануне же приходят вообще, еще и со своими проблемами, и с тем, что кстати, еще и год, блядь, пролетел. Слушай, я не знаю, неужели нам вроде только полгода недавно исполнилось, нашему шоу, я имею в виду. Нашему союзу? Здравствуйте, Ольга и Руслан. В последнее время, особенно за время карантина, стала замечать за собой чрезмерную раздражительность. Расскажу по порядку. Мне 28 лет, я переехала в другую страну, где встретила молодого человека с русскими корнями и с семьей, которая переехала около 15 лет назад. Мы вместе почти 4 года, у нас все хорошо, мы любим друг друга, уважаем, ни разу по-настоящему не ссорились. Вы рядом с иконами уже почти. Мне очень нравятся наши отношения, но есть одно «но». Его семья – причина моей раздражительности. С каждым годом это становится все сильнее. Они просто меня бесят. Его мама и брат могут прийти без предупреждения просто так. Они лезут с какими-то беспардонными вопросами и советами. Его мама постоянно его обнимает, поглаживает по спине и волосам, выкладывает посты и фотографии о том, как она любит своего сыночка. Причем объект ее любви – это мой молодой человек. Про младшего сына речи не идет.
Я жду, когда мы переедем в другой город, подальше от них, чтобы они не приходили к нам тогда, когда они захотят, а не когда мы их позовем. Не могли бы вы к ним тоже обратиться с этой просьбой? Не могли бы вы мне объяснить? Я бешусь, потому что они действительно неадекватные. Пока этого не следовало из вашего объяснения, но... Или потому что мои родители и друзья далеко и не могут с такой легкостью приходить к нам в гости. И как перебороть свое раздражение? Спасибо. О, интересно, нифига себе. Так, Оль, что? Сколько мы будем это письмо обсуждать? Минуты 3,5? Ну, давай. Ну, давай. Как побороть свое раздражение? Смотри, для начала, коль мать так любит твоего парня, ее сына, уж так сложилось. Ну, ты говоришь, что там есть младший сын, которым такую любовь не проявляют. Пожалуйста, посмотри свидетельство о рождении. Ну, я имею в виду... Иногда все ответы там, да? Да, абсолютно. Но нет, вдруг твой парень, ее сын, не ее сын. Я имею в виду, не из нее. Понимаете? Просто когда понравился мальчик, она такая, возьму и воспитаю его так, как мне надо. Ну что? А нельзя потом на своих детях жениться, которых ты усыновил? Раз усыновить их? Ну, в 18 лет сказать, не устраивает, забирайте его. Он такой, так он уже взрослый, самостоятельный человек. Я люблю тебя. Это в такое идеале письмо я бы жениться на прочитал. своей патерице, да? Что-то такое созвучное. Как показывает практика, можно, да? Не, но он там рано сорвался. Он, по-моему, к ней полез уже в 14. Надо было еще 4 года потерпеть. Что он тоже дебил бы. Или взять попозже. Попозже взять тоже, да. Короче, лайфхак всем психам. Да. Просто соблюдайте законы, и все будет нормально. А человек 20 лет в психоанализе, а то и всю жизнь. Да. Что? Подбешивает маман, Слушай, который приходит. смотри, тут... Классическая ситуация. Подбешивает маман парня. Ну, конечно. Я думаю, что тут действительно классическая ситуация, но она заключается в том, что у нас опять смещение. Да? Удобно смещать все на родственников, правда? Так. Ведь если у вас с парнем 4 года, да, 4 года отношений, и вы ни разу с ним не ругались, то 100% вероятность, там претензий, вагон и маленькая тележка. И уже в конце концов, то есть если начать с конца письма, да, типа, что делать, сядьте уже, обсудите это, потому что рамки семьи выстраивают двое, а не один. То есть если мама вмешивается таким образом, что вам это настолько неприятно, что вы об этом нам пишете, то вы можете поговорить с своим парнем, потому что, и его задача, то есть рамки вашей семьи, где вас двое, да, в общем-то, тоже обозначить. Что они не могут никак. Она такая, давай поговорим. Он такой, давай, там, пым-пым, сынок, привет. Вы что, поговорить собрались? Потом. Вот, и поэтому уже сядьте, поговорите, уже поругайтесь наконец-то, потому что это как нормальный ход развития отношений. Пока мы не поругаемся, мы не станем ближе, потому что пока мы будем такие очень лояльные, толерантные, обтекаемые, то мы будем, то есть мы либо не хотим представить себя таким, какой мы есть, либо не хотим узнать другого человека, поэтому, в общем, пока эти отношения выглядят, как будто у нас все 4 года хорошо, а вот эти его гребаные родители, все из-за них. Не там кажется мать, ли вам, что мать. это звучит как минимум странно, что виновата во всем мать, а у нас так вот прям так все идеально, мы ни разу не ругались? Я не верю в том, что если нет смещения... То есть она не может ему высказать что-то, не знаю по каким причинам, не боится, может, его не... То, что он будет там недоволен, да, или что. Может, там реально мать мымра. Например, как вдруг. Не, смотри, мы можем представить гипотезу, что там действительно есть конкуренция между матерью и женой, да, такое действительно бывает и часто встречается. Я думаю, что, может быть, вы видели, может быть, нет, но я точно знаю примеры, когда мать приходит на свадьбу своего сына, пусть в брючном костюме, но в белом. Знаете, что значит? В белом, на свадьбу к собственному сыну. Потому что невеста приходит в белом. То есть второй женщине на свадьбе, по идее, если, в общем-то, невеста в белом, а мужчина в черном, не должно. Поэтому, в общем, уже вопрос, да, к матери, которая, например, одевает. И это со стороны мамы... Это, знаете, когда, если кто-то в зале, ты так смотришь, кто-то в белом, есть, блядь.
Ну, вот это, кто не согласен. Да, говорите или молчите вечно. Ну, то есть я привела один, маленький пример того, как с большей или меньшей степенью осознанности мать может показывать свою, конкуренцию, да, например, прийти в белом платье или в белом костюме на свадьбу. Может быть, не такое пышное. Повторяюсь, может быть, даже это будет брючный костюм. Белый, понимаешь? Или такой, знаешь, слегка кремовый, но не белый. Сколько обо всем надо думать еще. Нет, я просто говорю о том, что конкуренция действительно может быть, да. И я думаю, что вообще, в принципе, мать ее мужа может вызывать еще раздражение в том плане, что она говорит, что они семья, которые эмигрировали 15 лет назад, да, а она переехала 4 года назад. И ее родственники не живут, как я поняла, в этой стране. И вообще, классно иметь идеальные отношения с родственниками, которые живут в другой стране. Правда ведь, да? А тут, получается, у нее может быть зависть еще не только на то, как мать относится к сыну, еще и ее сын, как ты сказала, имеет еще и поглаживает его по голове. Да, она что-то слишком тактильно написала. По спине и волосам. Тут может быть зависть к связям, которые есть, межсемейным связям, на которые ее муж может опереться, а она нет. То есть у нее в этой стране, условно говоря, есть дом, и, наверное, уже за 15 лет есть друзья, да, то есть есть какая-то сеть, потому что это мигрантская среда, это надо понимать, что это очень большая разница, когда приехал ты 15 лет назад и 4 года назад, у него выстроена сеть, а еще есть семья, и мама обожающая, да, и, может быть, эта семья как-то им помогает и как-то в их инвестирует, раз любимый сынок. А зависть к руке подающего довольно часто возникает, что, особенно, когда это не с твоей стороны, а, например, со стороны твоего партнера. То есть она может от того, насколько у них хорошие отношения, и насколько у него есть возможность опираться на свою семью и на свои связи, вызывать это чувство раздражения, и тогда любое их взаимодействие будет для нее гипертрофировано. И она даже в какой-то там фотографии, которую мама выложила в Инстаграме, у нее, вот как у нее происходит смещение, все, мать, так вот у нее вся неудовлетворенность от того, что у нее, возможно, нет связей, на которые ей опереться. Помимо семьи даже, 4 года всего она фактически, она, может быть, кроме их там, особо никого и не знает, и не общается, мы этого не знаем. Но это может вызывать зависть, когда есть семья, на которую, как я уже говорю, можно опереться. Поэтому я бы порекомендовала девушке действительно подумать о том, что, может быть, перестать так идти по пути наименьшего сопротивления и все свое недовольство смещать в эту маму, которая чрезмерно, как ей кажется, любит своего сына и это проявляет, да, а подумать о том, что она не может проговорить своей паре и где ее неудовольство, от каких-то других аспектов, а то уж очень как-то все идеально выглядит, кроме этой мамы. Так что ей надо, посраться с ним или что? Если сделать очень краткую выжимку, я не могу тебе сказать нет. Все, найди там причину какую-нибудь. В целом мать уже причина, не? Можешь начать, что твоя мать тебя по спине гладит? Ты кто, муж, блядь? Да и вообще она посмотрит на нашу передачу и скажет, и какого фига она в белом была? Да, прикиньте, да, она такая, сейчас судорожно смотрит, такая, фотоальбом, блядь. Бля, листок белый. Все сходит. Да. А это была фотка со свадьбы матери вообще. Она просто вырезала, поняли, чтобы, причина была посраться. Вырезала мать в свадебном платье и к себе в фотоальбом приклеила, сказала, это что, блядь, такое? Че она приперлась в молодом возрасте ко мне на свадьбу? Не знаю. Вообще плохо, когда все идеально. Я не понял, все плохо. Плохо, когда все срутся, плохо, когда идеально. А не идеально. Как нормально. Сколько раз в неделю насраться? У нас этот пул посвящен тому, сколько раз в неделю надо трахаться. Мы выяснили, что, возможно, и не надо. Это моя теория. Все стесняются об этом, говорят такие, нет, надо потрахаться. Мы же, имеем письки. Не, плевать вообще. Бом-бом и все, чего. Вот. И теперь, сколько раз в неделю надо сраться? И когда надо? В пятницу сраться или в понедельник, чтобы в пятницу успокоиться? У меня мысль такая, что, наоборот, надо в пятницу посраться, чтобы выходные провести раздельно. Идеально, да? Просто молча. Кстати, знаешь, чаще всего, как мне кажется, люди ругаются перед тем, как они на какое-то время расстанутся.
знаешь, чтобы так не переживать, что, например, партнер уехал в отпуск, да, или уезжает надолго, то лучше поругаться, и тогда легче вообще пережить, знаешь, в этот момент. О, да, знаю. И женщина будет сидеть такая, блин, мы поругались, он поехал кого-то ебать. У вас же все на это заточено, все. Ой, мы поругались, он пошел в туалет, сейчас кого-то выебет. Прикинь, заходишь в туалет, туда баба выходит. И ты такая, это что такое? Он такой, мы поругались. Ты же об этом думала. Руслан, все проекции, все проекции. Почему ты считаешь, что если ты поругаешься с женщиной, то она обязательно пойдет может, мне успокаивать попадались тебя? такие, я не знаю. Да, блин, не знаю, все почему-то такие, ой. Ой, измена, ай-яй-яй, другая баба, другая баба. Я вот это, знаете, не знаю, ненавижу интервью этих известных людей, которые такие, ой, я так люблю жену. Ну, давай, блядь. Я в этот момент такой, время пошло, блядь. Понимаете, про что я говорю? Угу. А потом такой, ой, он меня так пиздил, сниму шоу на YouTube. Итак, нечестный развод. Так выглядит правда, нет? Я имею в виду, всем им эмпатия, это плохо, это больно, безусловно, при улучшенной, в неплохой форме. Но странно, ты такая, боже, я так страдаю. О, новое шоу на Ютубе, погнали. Не? Все монетизируется, вообще все. Слушай, но когда для нас стал Инстаграм и Ютуб способом самовыражения, не странно, что мы наблюдаем, что и боль, связанную с разводом, еще публичным разводом и громким разводом, ты можешь выражать через YouTube или через Инстаграм, через привычные тебе средства выражать свои эмоции, описывать свою жизнь. То есть как будто этого следовало ожидать. Блин, знаешь? я, безусловно, против насилия, но нет ощущения, что есть уже пару каких-то известных людей, которые сидят и такие, уеби меня, пожалуйста, у меня такая идея шикарная для Ютуба, давай. Не? Но это мы с тобой... из всего контент делаем. Из всего. Это мы с тобой... Мы хотя бы делаем контент из страданий людей. Вечная тема, понимаешь? Я имею в виду, я не делаю контент из своих страданий. У меня все хорошо вообще, кроме этого шоу. А так вообще все шикарно, я вот про что говорю. А все начинают что-то из чего-то делать. Хрен знает. Но вообще, когда все идеально, это плохо. Когда все идеально и хочется написать письмо, я имею в виду, это плохо. Знаете, я не удивлюсь, что в суде было пару случаев, когда вы зачем расчленили или съели жену? Да что-то все было так идеально. И просто все письма, понимаете? что вообще у нас все когда хорошо. Когда лет 7 все хорошо, а потом просто ножом. Блядь, на. И, блядь, сидит кишки ест, блядь. Смотрит там какого-нибудь нового папу, блядь. Слушай, когда... Оценили, что я показал, что кишки — это азиатская еда? То есть ты их представил как нудлс, да? Нудлс. Нудлс? Это что такое? Лапша. То есть ты подумал, а как это есть? У меня все это достал доширак. палочки. Доширак тоже лапша. Слушай, когда пишут письма, что вообще у нас с мужем все хорошо, всегда же идет «но», правда? Да. И вот в это «но» все и смещается. Поэтому вы уже как-то разберитесь между собой и перестаньте приставать к матери вашего мужа. Я все жду письма, когда там «Здравствуйте, меня зовут Лариса, мне 28 лет, с мужем живем вместе 6 лет». Это ад. Каждый день наполнен ужасной болью. Это просто невыносимо. Мы разные люди. Я не понимаю, почему мы вместе. Но! Да, на прошлой неделе в обед 14:30. Добрый день, мне 29 лет, женат уже 6 лет. Женился я осознанно и взвешенно. Любил и люблю свою жену. Но после рождения дочери наши отношения очень сильно изменились. Если раньше мы ругались раз в год, и потом, выяснив причину, все вставало на свои места, то теперь эти обиды не то что не забываются, мы после них можем по месяцу не разговаривать. Это минимум. А происходят эти ссоры очень часто, раз в 2 месяца. Уже пиздеж. Вы после ссоры можете минимум месяц не разговаривать. Поэтому 2 раза в месяц вы посраться не можете. Второй раз это будет немая сцена, понимаете? Типа...
Получается, мы месяц живем нормально, месяц или больше в ссоре. Также мне очень неприятно, что моя жена не дает моего ребенка моим родителям. Даже мне чуть-чуть неприятно сейчас, честно говоря. Даже если я буду с ними, но при этом сама идти туда не желает. Так же, как и видеть их в гостях. Объяснить толком почему не может. При этом сама она из деревни, и ее родители не примеры для подражания. Я отпускаю дочь с женой 2 раза в год к ним на месяц в их Бердянск. Что он там пишет? Первый вопрос. Что могло произойти? Что теперь такое поведение со стороны жены? Часть 2. Я очень сейчас сильно не согласен с ее стилем воспитания, так как я в течение 3 лет старался давать только советы, которые она воспринимала в штыки. По итогу мой ребенок теперь очень часто болеет, примерно так же часто, как мы ругаемся. Не при ней. Не ест мясо, не хочет общаться со сверстниками, игры только с мамой или папой. При этом, если нас рядом нет, она спокойно общается с другими детьми. По итогу ручная девочка. Не хочет ходить в кружки и секции, так как с мамой дома интереснее. Но они толком не развиваются. Мне иногда кажется, что жена все больше и больше деградирует за ребенком, и ей тоже, кроме как планшета и телефона, ничего не нужно. Назрела возможность развода. Отсюда вопрос. Я понимаю, что если я оставлю дочь с мамой, она будет той самой кассиршей без каких-либо целей и желаний. Либо эти цели и желания будут, но она не будет знать, как их достигать. Я же хочу помочь ей стать самодостаточной личностью, которая может сама выбрать дальнейший путь своей жизни. Стоит ли забирать дочь при разводе? Стоит ли забирать? Как будто в суде стоит такой вопрос. Папа, вы вообще собираетесь забирать дочь? Да нет, пусть остается. Если это не в формате, готов на скайп. Че? Вы вообще охуели, что ли, вы? У нас тут не рекламодатели, еще и в скайп тебе звонить. Лично. Только, пожалуйста, напишите, куда и сколько сбрасывать. Извините. Иногда надо дочитывать письма до конца. Слушай, прикольно. То есть первый вопрос получается, что жена после родов сильно изменилась, да? Да. И почему-то не хочет доверять ребенка его родителям. При этом, как он немного высокомерно пишет, что сама она из деревни, и он спокойно туда их отправляет 2 раза в год. Как мы пойдем, по частям или сразу? Вторая часть мне более интересна. То, что он считает, что жена неправильно воспитывает дочь, это мне гораздо это интереснее. Учитывая, что она сама как бы деградирует, знаешь? Вот эти мамаши, которые... теперь у меня есть только дочь и Инстаграм. Теперь у меня есть только дочь, Инстаграм и наши осенние листья. Поехали. Слушай, кстати, возникает идея, что у меня есть только дочь и Инстаграм, когда ты хочешь сделать из дочери, условно говоря, только то, что ты хочешь увидеть. Это больше про мужика сейчас. Первая часть письма про то, что жена родила, то есть у нее появилось что-то ценное, да, что она может решать, давать ему на воспитание, отвозить к его родителям или не отвозить. То есть тут решение принимает она. Еще и ссориться они начали очень часто. Они начали ссориться очень часто. К этому мы перейдем. Но если думать о том, что может происходить, у них, то есть в письме явно прослеживается идея, что там родители какие-то там из деревни, не лучший, в общем-то, способ для подражания, а у него, видимо, семья какая-то другая. Согласен. Иногда, то есть я там из какого-то опыта клиентов, да, из понимания, как это устроено, говорю, что иногда у девушек, которые приезжают из провинции в большой город, да, есть идея в том, что ребенка нужно воспитывать по-городскому. Да, и тогда, то есть, что она была воспитана, там, условно говоря, в каком-то уездном городе, а ребенка мы воспитаем так, что она будет там, девочка из большого города, да, и тогда у мамы может появляться сверхидея по поводу воспитания, и она тогда никого не подпускает, да, то есть, как он уже видит, да, то, как она воспитывает, да, и все это списывает на деревню, совершенно не так, что там у мамы могут быть свои идеи. Потом... Мама не должна делиться своими идеями с папой? Это другой вопрос. Потом он пишет о том, что они стали много ссориться, и очевидно, потому что он описывает, это сказывается на ребенке. Так вот, когда родители ссорятся, и хоть он пишет, что и не при ней, да, и месяцами молчат, для маленького ребенка это еще хуже, чем слышать ссоры родителей. Потому что маленький ребенок, попадая в эту напряженную атмосферу молчащих родителей, записывает это на себя. То есть у маленького ребенка есть фантазия, что родители живо
счастливо общались и были в любви, пока он не зашел в комнату. А он дверь открыл, зашел в комнату, и висит вот это напряженное, тревожное молчание родителей, которые поругались, и ребенок считает, что это он вызывает у родителей это состояние. То есть это намного хуже. То есть он говорит, мы, конечно, не при ней ругаемся, я хочу показать, что это далеко не лучший способ. Маленький это сколько? Потому что у меня есть друг, у которого там, например, есть ребенок, и ему там 1,5 года, и у них, например, тоже не самые лучшие сейчас отношения с женой, но при этом он говорит, что типа, ребенку уже еще мало лет, он этого не замечает. Наблатыкавшись от тебя. Странное слово в отношении тебя. Набравшись от тебя вот этих вот. Я же теперь где участвую, я все время как эксперт, поняли, психологически. Я такой, блядь, стендап-комики, что вы понимаете? Послушайте, эксперта. И я им говорю, что, типа, вы ругаетесь, и явно... говорить о том, что разводиться или сохранять семью ради ребенка, мне кажется, что... Потому что у меня есть как будто бы примеры тоже из жизни про друзей, у которых родители пытались сохранить брак ради ребенка, а потом, когда им исполнялось 18, уходили, и ничего хорошего из этих детей тоже не получалось. Мне кажется, что, наверное, в этом ключе лучше развестись, чтобы ребенок не видел, искусственную семью, вот эту, как из Лего, блин. Это папа, это мама. Мы в супермаркете. Слушай, я слабо верю в идею, что браки сохраняются ради детей. Я думаю, что это какая-то причина или объяснение для себя, почему ты не готов, условно говоря, как-то полюбовно разойтись. Проще всего списать на то, что у меня нет денег, чтобы уйти, я хочу, чтобы подросли дети, не видели развода родителей. То есть, как, собственно, ты и сказал, на самом деле это типа благими намерениями выстелена дорога в ад. Потому что чаще всего дети говорят, что не надо было мне таких пожертвований, вообще не классно было жить с родителями, которые типа живут только из-за тебя и мучаются, да? Потому что, слушай, семья — это система. Нельзя обмануть ребенка, буквально, я не знаю, совсем маленьких лет, с рождения, да, обмануть ему и сказать, у нас все хорошо, да, если ребенок чувствует напряжение, разлад в семье, если он видит он видит нелюбовь, да, родителей друг к другу, поэтому... Что нам сказать сейчас всему миру? Разводиться или нет? Я просто за то, чтобы разводиться. Бог изначально был не за ваш союз. Давай пойдем от обратного. Должны ли дети жить в несчастных семьях? Нет. Да, если люди могут разойтись так, чтобы... Слушай, конечно, расходиться, но расходиться таким образом, чтобы, минимально, если вы действительно беспокоитесь о ребенке, да, что такое хотеть разойтись и беспокоиться о ребенке? Например, выбрать квартиру, где ребенок живет всегда, да, и, условно говоря, 4 дня в этой квартире живет мама, 3 дня, у тебя лучше с цифрами получается, неделя у нас, 3 дня с ребенком живет папа. То есть для ребенка должно быть ощущение, что все осталось как есть. Есть он и есть родители, но они меняются. Это один из способов. Понятно, что потом ребенку это объясняется, да, и он понимает, что уже не будет как раньше, будет по-другому, но для психики главное, что у него не поменялось тут же и не семья, и вы куда-то переехали, и поменялось все вокруг. Я вспомнил один из аргументов, какие он говорит, это то, что... И я считаю, это вполне справедливый аргумент, потому что он говорит, если я сейчас разойдусь и буду жить в другом месте, даже обеспечивая свою семью, свою бывшую семью, да, страна, всем необходимым жилплощадью, детсадами и так далее, он справедливо говорит, что в целом, если я буду на расстоянии, попервой, наверное, я буду приезжать каждую неделю, а потом, может, раз в 10 дней, а потом, может, раз в 2 недели, а потом, может, раз в месяц, и в целом, говорит, произойдет это отвыкание. Во что я могу сильно поверить. Сейчас жизнь интересная. Сейчас на дворе не 76-й год, когда нехуй делать, понимаете? Ты просто ходишь на завод, и потом такой, кваску с ребятами, да, и все. И впереди еще 7 часов вечера у тебя свободно. Это тоже немножко, знаешь, это так немножко звучит, что если я от тебя, если я от ребенка перееду, я его в конце концов не захочу видеть вообще. Как будто сейчас соблазна выбрать, что так, мы с ребенком сегодня гуляем в парке, или я, не знаю, еду в Италию дегустировать вина и сыры. Это сейчас недорого, просто это так звучит. Знаете, моя мать сегодня такая, Руслан, не говори о своем богатстве. Я так тоже не делаю. Это я... не знаю, неважно, даже в Сочи поехать, покататься на лыжах или еще чего-то.
Слушай, тут как будто хочется задать вопрос, насколько этот человек думает, что одному ему будет лучше, чем в этой, может быть, не самой в этой любящей атмосфере, понимаешь? Так, Ну, мне то кажется... есть, если у тебя есть какая-то там идея о том, что ты можешь где-то себя лучше чувствовать и быть более ресурсным для своего ребенка, да, то это да. Если у тебя ощущение, что ты только будешь отдаляться в одиночество и какие-то другие, там, не знаю, развлечения, то тогда ты, наверное, думаешь, лучше я буду. Но здесь это какая-то очень детская позиция, знаешь, что сиди, пока не сделаешь уроки. Я уже сделала. Еще сиди, проверяй, что ты написал. Знаешь, что как будто пока ты сидишь, знаешь, ты типа учишься. А если ты встал, то уже все. Ну, ты себе понимаешь, Не что самый это плохой метод обучения. Посмотрите, кто из этого вырос. Так что... Слушай, Просто здесь- но с его стороны тут как будто про контроль, знаешь. Ему не удается контролировать жену. Он говорит, а как же, я же тоже отец, давай я поучаствую. Он говорит, пошел вон. Да, и поэтому он боится развестись, хотя говорит, что вопрос назрел. То есть они уже, видимо, чужие друг другу люди, потому что, оставив дочь с матерью, что в целом, я так понимаю, по законодательству просто российскому, это не в смысле, что он там говорит, типа, я еще буду выбирать, с кем она останется. С хуя, ты кто? Нет, он ты сказал, мужик. что я... Нет, он говорит, я думаю забрать дочку себе, потому что она из нее сделает кассиршу. Насколько я понимаю, поправьте меня, если вдруг в зале есть юристы, невозможно решить в суде, что, типа, у нас как будто по законодательству дочь автоматически остается с матерью. Мне Он как просто будто- боится уйти, потому что думает, я в семье не могу повлиять на то, что ее там неправильно воспитывают, как ему кажется. А если я уйду, то вообще, типа, вообще ее будут неправильно воспитывать. Ну да, как будто бы семья все-таки это система, да, и он не пытается выстроить Я в такие эту моменты систему. такой, блядь, я один, ням-ням-ням, вообще ням-ням-ням. Ну, дай бог счастья тем, кто придумал раковины, ванны. Ну, в общем, тут ощущение, что, да, нет никакого влияния на жену, поэтому хочется забрать дочку и на 100% влиять на нее. То есть его позиция сильно не отличается от позиции жены. Да, вот я подумал, То жена есть- такая, я правильно воспитываю. Он такой, я, блядь, правильно воспитываю. Ну, Ну все, да, что, как будто- скиньтесь на камень, ножницы, бумага. То есть как будто бы оказались по разные стороны. Точно так же, как вот он говорит, она там из деревни, да, условно говоря, я из города, и мои родители устроены вообще по-другому, его родители по-другому, как будто бы не было ничего общего, что их соединило. Понимаете, Знаешь? вот, Ну, то самое есть тут забавное, я сейчас подумал, и дочь такая где-то сидит, представим ее сознательным человеком, она такая, вы серьезно, блядь? Вы нахер меня вообще делали? Ну, понимаешь? Ну, вот как Два будто, да, взрослых ты- человека такие где-то потрахались, такие, будь моей женой. Конечно, буду. Ты родишь меня. Я думал, ты никогда не попросишь меня. И потом такие, она должна ходить вот так. Нет, она должна ходить вот так. Ах так, мы разводимся. Ну, в общем, чтобы... И дочь потом в 16 лет такая спит со всеми подряд, такая, это потому что я не знаю правильную модель поведения. Нормально? Ну, в общем, тут смысл в том, что единственное, что тут можно посоветовать, это вспомнить, про что они сошлись до рождения ребенка, да, и, может быть, собственно, то, что они в друг друге нашли и им понравилось, может, их объединит вокруг этого воспитания. Потому что пока они выглядят как люди с разных планет. И местами, как будто, мне кажется, в таких отношениях, а я чуть-чуть был в отношениях, когда ты в ссоре там, с партнером и так далее, ты что-то же даже назло делаешь. То есть вполне вы можете забыть о том, что ваш ребенок это, вполне себе будущий человек. В хорошем смысле слова, я имею в виду. И вы такие, ах так, тогда... когда, знаете, он такой, что она с длинными волосами ходит? Давай пострижем. Нет, у нее будут вообще самые длинные волосы на земле. Почему сказал, как Киркоров, блядь, сейчас... Как будто вы за счет ребенка пытаетесь сделать больно тому человеку, который прямо сейчас вызывает у вас неприязнь. Вот он написал 29 лет, с женой 6 лет, то есть 23 года он опять женился. Я к тому, что вполне возможно, может, запретим вообще жениться раньше 30. Нахер надо, не? Катайтесь на скейтах, блядь, вы чё? Ну так и получается... Все забрать и все запретить. Блин, не знаю, как будто, не то, что запретить, а рекомендовать, давай так. Я понимаю, что я сейчас в условных каких-то, в абсолютных величинах каких-то говорю, но рекомендовать, чтобы какое-то, может, собеседование хотя бы в ЗАГСе. Есть вообще в ЗАГСах собеседования какие-то, не? Может, вам какие-то, как этим, вы же на порно-сайт заходя там, или на какой-то где там, на торрент какой-нибудь, заходя, вам же дают, типа, определите, где светофоры. Может... доказать, не робот ли вы, понимаете? Может, в ЗАГСе надо доказать, не долбоеб ли вы, вот я в этом ключе говорю. Начать хотя бы со светофоров каких-то. Представляете, найдутся люди, которые неправильно определят. Поженятся все на ком-то, кто,
чуть поглубже взял писю в рот, и все, и сразу мы... Да? Я имею в виду, я не знаю, я не то, что переживаю там за это письмо, я переживаю за ситуацию, в которую вы попали, она, безусловно, скотская. Ну, смотри, на самом деле я много слышу отзывов о том, что вот как раз письма, да, с детьми, которых либо делят, либо один думает, что только мое воспитание правильное. Тут почему-то у них такое разделение, вот они вместе не могут как-то, классно, да, воспитать ребенка. Есть либо какой-то ее путь, да, либо его путь, они не пересекающиеся. И люди часто пишут о том, что как будто делаешь, то есть ты не прописываешь это как бизнес-план, да, мы о каких-то вещах супер думаем, их прорабатываем, там, какие-то тактики, стратегии, а касаемо детей, как будто делаем какие-то вещи бессознательно, да, и даже вот, какие-то такие простые вещи, что молчать месяцами, это как бы не круче, чем уже поругаться и выяснить отношения. Люди не понимают, месяц да? молчать, блядь. Нет, Просто... я имею в виду, что мне часто пишут о том, что вы просто об этом рассказываете, и вдруг я себя ловлю на мысли, я бы никогда не подумала, что я буду писать письмо, что я же делаю то же самое, да? Поэтому вот мне кажется, круто такие письма читать, об этом говорить, что зачастую действительно с большей или меньшей осознанностью, это нормально, мы все люди, семья — это система, дети становятся, способом отыгрыша родителей. Да, и, в общем-то, если вы оба так хотите, знаешь, счастья своей дочки, хотите ли вы счастья, или вы хотите, чтобы было по-вашему, знаешь, вот часто есть, то есть у нее есть какое-то представление, что вот она будет там журналистом, а у него представление, что она будет там, я не знаю, юристом, да. И все, и каждый гонит в свою сторону. Слушайте, мы только со слов того мужичка знаем, что про его жену, что она из деревни и так далее, но в целом, и ты говоришь, что если у нее, есть модель воспитания из дочери, городского жителя. Например, да. Да, смешно, что, есть же такая теория, что многие там пытаются реализоваться в детях, я не стал олимпийским чемпионом, мой сын будет олимпийским чемпионом. Да. Смешно, она такая, я не стала городской, моя дочь будет городской. Вот так вот, держи конверсы. Согласитесь, это очень похоже, потому что когда либо она воспитывает только она и вообще его не подпускает, значит, какие-то проекции вкладываются в ребенка, от него уже есть какие-то ожидания. Проекции какие-то. Да, и он говорит, нет, тогда я ее вообще заберу, да, и только я буду решать, как она будет воспитана, да, и кем она там будет хотеть. Там, видишь, уже кассирша, то есть он уже, видимо, считает, что она должна быть не кассирша, а кем-то, понимаешь? То есть у них вот какие-то свои фантазии. Поэтому нужно ответить на вопрос, вы хотите не кассиршу и еще кого-то, или вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастливым. Если хотите быть счастливым, и вы друг другу не безразличны, вспомните, про что вы вообще встретились. А если, в общем-то, чисто война... ради юмора. Чисто ради юмора. Давай, чтобы завершить уже это письмо. Коль уж она из деревни, то, возможно, дело в том, что для нее кассирша вполне себе охуительный вариант. Такая, она будет кассиршей. Я никогда не была кассиршей, но моя дочь будет сидеть за кассой в фартуке и решать, что пробивать, а что нет. И вообще я категорически против идеи, что где-то в деревне или в городе могут воспитать хуже или лучше ребенка, более или менее амбициозным и давать больше или меньше любви. Это зависит от семьи, это как раз зависит от отношений в семье. Поэтому, это важно понимать, и не надо придумывать. Это все какие-то искусственные надстройки. И про эту кассиршу, и про то, что как-то ее не так воспитают. Ребят, определитесь и не мучайте ребенка. Это так хочется сказать в конце. Разводитесь, Это 100%. Но как-то... Слушай, ты тоже так говоришь, неужели люди не могут... правильно договориться о том, чтобы как воспитывать ребенка. Я не говорю неужели, я говорю, что иногда не задумываются, какие-то другие вещи супер продумывают. А тут, знаешь, на таком бессознательном уровне делают какие-то вещи, которые, может быть, также родители их поступали, не знаю, или как-то им кажется. Мне кажется, что люди, которые смогут так спокойно договориться о том, как воспитывать ребенка, не деля его и, вкладывая в него те знания обоюдные, которые есть у обоих, они как минимум могут могут не разговаривать месяцами, нет? Навряд ли они такие: дура, козел! Странно месяцами не разговаривать. Мне кажется, уже на второй день смешно должно быть, нет?
Ну, Нет? я только хотела сказать, Когда что вы так это всё встречаетесь, ты показывает. кофе делаешь, такая, Если ко мне кто-то бы занято, подошел ну. и вот так мне показал, что он не будет со мной разговаривать, Ну, у меня, согласись. кроме смеха, бы это ничего Ну, не... в целом, я имею в виду, вы же в замкнутом просто, вы же не в Букингемском дворце живете, что такое. Я в правое крыло, а я в левое. Ну, вы, блин, не знаю, как Вообще, минимум в туалет стучитесь, Слушай, это нет? крутой лайфхак, если уж мы их раздаем, ссориться пантомимой. Знаешь, если показывать свою обиду Нет, через крутой- сценки. Крутой лайфхак. Простите, он немного такой патриархальный, но вступать Простите. в брак с 2 квартирами. Вот это, блядь, крутой лайфхак. Так, смотрите, давайте так. Вас все равно не видно, никто не снимает. Абсолютно анонимное шоу. Мы продолжаем соблюдать это. Кто занимается... Аккуратно поднимаем руки, просто так, типа. Да, так. Карманы. Да. Можете по-католически, типа. Кто занимается сексом прям каждую неделю? Ну вот и все. Кто считает, что 5-7 минут в неделю – это норм? Поставьте плюсики под выпуском. Да, бля, нет, надо как-то... Ну, так, ты же хочешь попикантней. статистику? Не, норм, ну что, норм, ну, блядь, или не норм, конечно. Надо, чтобы люди про себя писали, надо что-то такое придумать. Пишите, Ну, исходя давайте так, из цифрами, собственного просто опыта. цифрами, да, в минутах. Да. Навряд ли там речь о часах. Так, все, кто до 18 лет, даже не пишите нам нахуй. Конечно, у вас там просто, блядь, вот такие... 5 часов, конечно, вы смотрели «Джентльмены» в начале, блядь, Подожди, давай который так. 3,5 часа Давай идет, так, нет? с какого возраста Потом ты он перестал- бутылку вина открывал, блядь, 20 минут. Потому что у него нет штопора, он, блядь, вообще впервые в жизни вино с пробкой купил, блядь. Ну, которое не вот так открывается, поняли? Не вермут, блядь, а именно вино. Поэтому он что-то какой-то шуруп такой, блядь, плоскогубцы. Хотя кому-то облегчил жизнь сейчас, да? Пишите, сколько у вас в среднем длится секс. Если вы в отношениях, не пишите те, кто одни. Одни, понятно, что, ну я могу сказать, но не буду. Такой загадочный. Не-не-не, я просто не из тех, кто говорит, что сексом надо заниматься минимум раз в неделю. Я отпустил эту лошадь, она ускакала. Слушайте, Иногда все так же... образно, да, у Руслана получается. И такие все раз посмотрели, куда ускакала эта лошадь. Кто-то с грустью, Потому кто-то с что нет, надеждой. они посмотрели, куда ее надо отпускать.